Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине. Покажу карту, где происходят бои. Зачитаю последнюю сводку новостей. Это белорусское издание «Хартия 97». Вот что здесь пишут. ВСУ уничтожает оккупантов в левобережном мешке на Херсонщине. Хаймерс и Экскалибур позволили украинской армии установить огневой контроль над плацдармом от Херсона до Армянска. Сейчас покажу на карте. Так, вот Херсон, вот Армянск. Я вчера выпустил ролик, где показал, что практически в УСУ есть такое вооружение, что может достреливать практически вот уже и до Крыма. Так что здесь оставаться, говорю, армии РФ очень опасно. И вот эта статья по этой теме. Украинским силам стоит ответить России за недавнюю ракетную атаку. Уже издание пишет, что они должны ударить по самой Москве, а также зайти в Крым. Об этом заявил политолог Олег Соскин такой. Нанести такой серьезный удар по энергетике, ну это по Украине сейчас Россия, да, наносит страшные удары. Это, как сказать, серийные убийцы. Они будут бить каждые 10 дней. У них есть ракеты для этого. Они производят эти ракеты Х-101 и немного производят и калибры и другие. Ну, в общем, все, сейчас экономия, это вся энергоструктура Украины сейчас разбомблена. И теперь вот этот политолог пишет, что надо наказать Россию за это. По словам ВСУ, необходимо в первую очередь уничтожить левобережный мешок оккупантов в Херсонской области, зайти в Крым, стереть с лица земли кусок Кинбурной косы до Скадовска. Сейчас покажу, что вот она коса и вот Скадовск. Я вам говорил, это кровь из носа надо ВСУ сейчас десант высаживать и вычищать, да, эту территорию прямо до Скадовска. Потому что здесь суда должны выходить с портов Николаева, Херсона, и нельзя, их расстреливают здесь в заливе. И правильно этот автор пишет, что надо что-то делать. Как раз вот ролик на ютубе, я ссылку скину, сами посмотрите. У нас есть артиллерия, Хаймерсы бьют до Херсона и до Армянска. Есть другие снаряды, тот же Эскалибур. У нас достаточно стресс, это никто не скрывает. В этом преимущество Украины на сегодня. До Армянска Украина сегодня обладает, ну может да, достреливать до Армянска спокойно. Он отметил, что украинская артиллерия уже частично перекрывает от района артиллерии, россияне не могут подтянуть резервы. Времени осталось мало. Я считаю, что надо ему войти в Крым, он хочет, до конца Нового года. Маловероятно вообще. Если ВСУ туда входят, ломается вся система, начнется вал для Путина. Потому что Крымский полуостров для него, для всей этой, ну, в общем, все, полуостров, если ВСУ займут, то это все, Путину кирдык. Если ударить в эту точку, то погибнет вся спецоперация, утверждает Соскин. По карте я посмотрю, никак они до Нового года ВСУ не войдут в Крым, это нереально, понимаете. Чтобы войти в Крым, надо десант. 1010 десантников бросить, ну, не знаю, как это будет все это выглядеть, всю армию целую, тогда выдавливать. Тут эти пытаются сейчас ВСУ небольшими группами и просто их расстреливают сейчас с этого берега. Сейчас я покажу информацию вам потом. Катера десантные, да, ВСУ пытается высадить на левый берег, но там артиллерия уничтожает, шансов мало, понимаете. Закрепиться очень тяжело, это все простреливается, вся местность без шансов. Конечно, было хорошо ВСУ атаковать с этого края, конечно, и пойти на Крым. Но пока еще рановато, я думаю. Огромный котел для десятков тысяч российских солдат. ВСУ готовится к новому рывку. Ну вот еще такая информация, да, ВСУ готовит, чтобы начать наступление по всему фронту. И вот что здесь пишут. В общем, они пишут, что победа расчистит украинской армии путь на Мариуполь. Вооруженные силы Украины готовятся к очередному рывку, который обернется катастрофой для российских оккупационных войск. После Херсона будет битва за Мелитополь. Она несет ключевую роль в развязанной Путиным войне против Украины. Победа расчистит ВСУ путь на Мариуполь, он пишет. Но до Мариуполя далеко, я хотя бы Мелитополь бы еще взять. И станет котлом десятков тысяч российских солдат. В общем, да, тут по карте, судя посмотреть, понимаете, вот Мелитополь важная зона. Как бы сказать, сразу, если с двух направлений было пойти, потом отсюда, да, с двух сторон ударить. Но, понимаете, здесь
Тяжело тоже, оборона эшелонированная, тут и зэки, тут и стоят эти мобики, тут и контрактники, тут и все. Понимаете, прорвать оборону тяжело будет в этом направлении. Я не вижу, чтобы даже бои шли. Понимаете, говорить-то одно, а я, видите, красные синим точками горят вот бои вот тут вот идут. Вот видите, а здесь боев даже нет. Как он хочет прорывать это направление, хотя здесь боев даже не началось. В планах может быть, да. Так, после двух крупных побед в Харьковской и Херсонской областях украинская армия готовит новое наступление. Следующей целью может стать Мелитополь. В Запорожье между российскими войсками и ВСУ нет крупной водной преграды, а ключевые пути снабжения армии РФ находятся в зоне поражения украинской артиллерии. Украина уже наносит, артподготовку, ведет уже обстрелы будущего наступления, носит удары по скоплениям российских сил и дорогах. Так, у Киева есть основания для оптимизма. Ну хорошо бы, конечно, да. Резкая атака на Мелитополь может создать условия для огромного котла, в котором окажутся десятки тысяч российских солдат. Отступить они смогут только в Крым, по узкому Перекопскому перешейку. Отразить массированную атаку будет очень сложно. Ну, посмотрим за ситуацией, да, интересно, как будет складываться. Я вам раньше говорил, ВСУ надо здесь, на Мелитополь, сразу еще, уже неделю назад идти в этом направлении, сюда, чтобы зажать в котел правильно эту группировку. Им придется в Крым отходить, им выхода не будет. Почему-то ВСУ не вижу, чтобы она планировала серьезную операцию, даже близко нету, боев, вот. Где идут бои, сейчас я покажу, вот на этой карте, сине-красный, видите, там почему-то идет этот котел, перестрелки, а конкретно вот Орехов, Гуляйполе, Угледар, вот это Каменская, вот по этой линии нету атак, нет. А как, если нет атак, как вы освободите Мелитополь? Вот в чем вопрос, я говорю, это для командования. И сейчас США заняты решением проблемы износа орудий ВСУ из-за интенсивных дуэлей, да, артиллерийских дуэлей. Я говорил, сейчас каждый день по всей линии соприкосновения идут артиллерийские дуэли. Чья артиллерия будет точнее и, как сказать, корректировки беспилотников, дроны корректируют удары, артиллерия наносит. И поэтому и вот потери армии РФ огромные, где-то от 400 до 500 человек. В основном здесь они все гибнут, эти мобики, зэки. И вот, говорю, сейчас уже проблема с артиллерией стала у ВСУ. И теперь вот пишут, что уже проблемы с артиллерией, начался износ. В Украину поставили 350 западных пушек, там им нужен ремонт. Они многие требуют, да, как бы, чтобы их там стволы эти восстановили. И сейчас каждый день силы ВСУ, обороны выпускают по оккупантам от 2000 до 4000 снарядов из пушек США и союзников. И это вооружение сгорает после нескольких месяцев чрезмерного использования. И все, да, надо менять эти стволы, а кто будет, где это будет менять? И теперь вот уже хотят в Польше сделать базу ремонтную, где будут там ремонтировать эти стволы и менять. В общем, гаубиц много поставили США, да, 142 гаубицы М777, Пентагон конкретно направил в Украину. И США, и союзники передали еще сотни тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. И сейчас, да, им нужен ремонт, понимаете, все это, думаю, где? В Украине там не очень, где придется в Польше все это заниматься этими ремонтами. Ну и вот я вам говорил информацию, что Росгвардия РФ уничтожила лодки для переброски десанта в ВСУ через Днепр. Это российское издание пишет. Росгвардия нанесла удар по двум станциям с лодками для переброски десанта в ВСУ на левый берег Днепра. 25 ноября росгвардейцы нанесли удары по 71 району, в которых располагалась живая сила противника, 43 пунктам по наблюдению, уничтожены 7 позиций украинская артиллерия. В общем, и Россия поняла, что надо играть на опережение, потому что если десант высадится, все, левому берегу будет кирдык. Кроме того, сотрудники ведомства поразили 2 стоянки с лодками, на которых украинские военные намеревались переправляться на левобережье Днепра. Ну вот, в чем я и говорю. Сейчас дело, самое главное для ВСУ, это надо перебраться на левый берег Днепра. Эти есть скоростные лодки,
американские, им подоставили такие десантные, специальные, быстроходные такие. А РФ сейчас их высматривает, эти станции, где они базируются, начинает обстрелы, чтобы ВСУ не перебрасывали десант. И вот здесь еще немножко, видите, идут бои. И уничтожение, как бы, видите, вот в чем проблема. А через Днепр очень тяжело переправляться, тем более сейчас уже зима скоро, и там ведь надо закрепиться, и холодно, и, в общем, проблема. Зимой война проблематичная, я говорю, не так легко все это делается. И вот потери армии РФ большие сейчас уже увеличились. Вчера было 430, сегодня 560. 86 700. Танков плюс 2, БТР, БМП плюс 4. Самолетов практически не сбивает, вертолетов. Беспилотника один сбили, 1554. И вот такая информация, что уже хотят ликвидировать Лукашенко. Ну, я не знаю, информация верная, неверная, но я думаю, Путину надоел Лукашенко. Он пудрит мозги ему уже тут 9 месяцев. Как бы сказать, обещал принять участие в войне, а он все отнекивается, отбрыкивается. И вот Кремль принял решение о ликвидации Лукашенко. По его, так сказать, на его место, это место займет генеральный секретарь ДКБ Станислав Зась. Лукашенко руки вверх поднял. Кремль спланировал радикальный вариант вовлечения белорусской армии в войну против Украины. В частности, Россия задумала ликвидировать этого правителя Беларуси, как он называет, Александра Лукашенко, получить контроль над его войском. Так, об этом заявили эксперты, аналитики Института Роберта Лансинга. Источники в российском военном руководстве подтвердили, что Кремль уже принял решение о ликвидации Лукашенко. О, это уже серьезное заявление, значит, уже скоро Лукашенко снимут. Может быть, конечно. Кремль планирует предоставить сфабрикованные доказательства причастия Украины и Польши под руководством разведки НАТО к убийству Лукашенко. А также, если покушение будет неудачно, типа все это, как сказать, перекрутят, что НАТО решили убрать Лукашенко, типа разведка, да, и что, мол, натовские эти спецслужбы решили убрать его, ликвидировать, а все это сделают российские, как сказать, спецслужбы. Эта ситуация формально станет поводом для дальнейшего участия белорусских войск в войне против Украины. Ну, конечно, если скажут, что натовские эти спецслужбы ликвидируют, значит что? Значит, надо воевать против армии НАТО, значит, надо Белоруссии воевать на стороне России, как бы за Путина. Военная разведка РФ в ближайшие дни может попытаться проработать сценарий либо с покушением Лукашенко, либо с его имитацией. Целью операции станет запугивание белорусского диктатора, побуждая его отказ принятия вступления в войну на стороне Беларуси. То есть, Беларуси на стороне России. Все правильно. Я говорю, Лукашенко не дурак, он не хочет, понимает. Если он вступит в войну сейчас с Украиной, все, там практически это будет уничтожение его диктаторского этого режима. Вот, если он вступит опять на Киев, пойдет, допустим, в свои войска, все. ВСУ здесь разгромят опять его, все подчистую, и уже ВСУ войдет в Белоруссию, за ним пойдет. А ВСУ быстро в этом направлении будет двигаться, потому что уже армия Украины мощная, уже все вооруженная натовским оружием, все расстреляет хаймерсами все эти базы здесь, которые скопление этих войск российско-белорусских, там немного их, и все, и пойдет на Минск, и все. Вот и поэтому, видите, тактика, что надо РФ убирать Лукашенко. Ну и вот вместо него место займет действующий генеральный секретарь ДКБ Станислав Зась. Уроженец Черниговской области, полностью он лоялен к Российской Федерации, то есть к Путину. Аналитики отмечают, что Россия хочет объединить две армии под своим единственным командованием, под путинским командованием. Тогда Лукашенко, Лукашенко не нужен. В общем, вот такие новости. Или Лукашенко плохие новости, видите. 9 месяцев пудрил мозги Путину. Путин понял, что его крутит Динамо и решил как бы убрать Григорьевича, как бы сказать, устранить. Ну, посмотрим. Интересно, как будут развиваться события. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.